Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Геннадий на связи прямо сейчас. Геннадий, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Рад видеть вас и вашу аудиторию. Да, это взаимно. Страсти по Аляске будем сегодня обсуждать, потому что, знаете, вот эти вчерашние встречи в верхах, так сказать, чтобы позвонить по телефону или там созвониться на конференции с лидерами, Зеленский мчится в Германию, и там вот какой-то такой достаточно... в общем, плохо выглядящий, но стоит на своем. Говорит, территории не уступим. И, собственно, этот брифинг, он был как бы подтверждением всего того, что было сказано ранее, да, до Аляски. Но Трамп привнес некую новизну, который тоже вышел после этих разговоров, и говорит, будут тяжелые последствия для России, если ничего не случится на Аляске. А если плохо поговорят, да, с Путиным, то вообще встречи следующей не будет. И, о чудо, о боги, подтвердилась информация лично из уст Трампа, что сначала встреча с Путиным, а потом на троих. Путин, Трамп и Зеленский. Вот где диво дивное. Слушайте, неужели все настолько стремительно мчится к миру? Помните вот это вот из «Чародеи», кажется, да? Там «Видишь цель, не вижу препятствий». И вот это вот герой Абдулова бился об стену. Вот что-то подобное сейчас вырисовывается. Есть ли надежда на мир на Аляске? Давайте спойлер. Если коротко, нет. А теперь вообще любое нормальное повествование по закону жанра надо начать с эпиграфа. Я хочу короткий эпиграф. Официальное заявление руководителя Госкомцирка России. Сейчас мы испытываем кризис мировой клоунады. Вот, это эпиграф к нашему разговору. А теперь небольшая историческая справка, собственно. Помните, гадали все, где же будет встреча. Были разные варианты. Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Зеленский, европейские соучастники движения смелых, или как они там себя называют, предложили Рим, Ватикан, тоже хорошее место. Но, в конце концов, Аляска. Почему Аляска? И вот здесь мы бы с вами не обошлись без небольшой конспирологии и символизма. Обязательно должен быть символизм. И тут символизм некий есть. Итак, напомню, что такое Аляска. Аляска – это бывшая российская территория. Трамп специально или нет, я не знаю, на таком уровне бывают оговорки. Но президенты США часто путают Австрию с Австралией, Украину еще с чем-то. Некоторые не понимают, где это вообще находится. Но на самом деле у этой всей очень интересная история есть. Давайте вернемся к прошлому лету, к лету 2024 года. Вооруженные силы Украины начинают операцию в Курской области. В Курской области мы сейчас не будем вдаваться во все тонкости этой операции, почему она получилась и случилась, какие цели ставила. Они, в принципе, вполне себе обоснованы и понятны. Эти цели со стороны Украины полностью обоснованы и понятны. Вот. Но начинается движение. ВСУ очень быстро окружают и захватывают районный центр, где находится распределительная сеть «Газпрома», которая поставляет газ в Европу. И начинают двигаться в сторону Курчатова и Рыльска. Вот это интересно. Это еще один районный центр. Но давайте вернемся в Рыльск. Значит, что такое Рыльск? Это бывший город, районный центр, который раньше был уездом Белгородской области. Потом он стал уездом Курской области. И вот в 1748 году в Рыльске родился Григорий Шелихов. Это первый русский исследователь Аляски. Конечно, Аляску он не открывал, ее открывал другой человек. Но он родился в Рыльске, Курской области. Я вам сейчас скажу, что в мировой политике полно символизма. Как нумерологии, как географического и любого. И вот в возрасте 25 лет Григорий Шелихов отправляется в Иркутск. А он был мореплавателем, купцом, путешественником. В основном промышлял соболями, хорошими шкурками диких животных. Они очень ценились. Вот. И почему-то решил, что ему надо двинуться на восток. Он уже посещал Курилы, он собрал соратников своих, и они выдвинулись в сторону Аляски.
Там на Аляске они высадились, основали такой форт, укрепление, крепость. Правда, они один корабль потеряли. Но чтобы долго не рассказывать, что там произошло. Там произошло следующее. Это же что было? Это было освоение новых земель. Условно говоря, они были ничьи. На всей территории Аляски проживало не более 150 тысяч человек. Это были местные жители, эскимосы, некоторые их эвенками называют, эвелнами. Это все одна приблизительно языковая и национальная группа. Что первым делом сделал Шелихов? Он сказал, ну, конечно, надо церковь поставить. Ну, понятно, ну, православные высадились, надо поставить церковь. И учить эскимосов русскому языку, потому что надо же с ними общаться. Оказалось, что на Аляске несметные богатства и морских животных, и пушных ценных зверей, и соболя, чего там только нет. В Иркутске столько не было уже. Вот. И, конечно, затея, как у нормального купца, была как можно больше этого зверя набить и повезти его и заработать на нем. Но он понимал, что с местными надо как-то договариваться, и у них не вышло никаких конфликтов. Они поговорили с местными. Добра там было много. Они поставили церковь, договорились с ними, что они теперь будут их защищать от кого бы то ни было. Ну, там только от морских зверей можно было их защищать, больше не от кого было. Но первое, что сделал Шелепов, он же коммерс, понимаете? Вот британцы, это Британия торговая нация. Вот они пришли в Индию. Да, первое, что они делали, когда высадились, это вешали индусов на деревьях вдоль дороги, ну, чтобы другим неповадно было. И второе, включили эту жемчужину, этот бриллиант в корону Британской империи. Это главная их была, собственно, главный их бриллиант был. Чтобы долго не затягивать, давайте дальше. Дальше Шелихов настроил школ. И уже первое поколение эскимосов говорило по-русски. Дальше он построил еще много где укреплений. Забегая вперед, он основал укрепленные военизированные сооружения в Калифорнии. Там есть русская Калифорния, целая история. Таким образом была открыта русская Аляска. Дальше он появился у Екатерины Великой в кабинете, когда вернулся оттуда, и вручил ей карту русской Аляски. И сказал, это наша русская Аляска, прими, государыня, во свои владения. И дай мне эксклюзив на торговлю с этой территорией. Екатерина кивнула и сказала, хорошо, владение принимаю. А вот эксклюзив тебе не даю. Пусть все торгуют, значит. Но он не расстроился. И тут, понимаете, в любой политической интриге обязательно должны торчать уши из Туманного Альбиона. Конечно же, они тут же появились. Когда про это стало известно британской разведке, они сказали, что это вообще страшная опасность для Британии, если Россия закрепится на Аляске. И они выдвинулись командой, дали денег, офицеров в Канаду тогда еще. Тогда еще была такая территория Канады. И договорились с канадцами, что те вооружатся и вышибут русских. А русских там не было. Там фактически не было гарнизона. Там было несколько тысяч человек вот в этой русской Аляске во всей. Ну, хороший гарнизон, там 5-6 тысяч человек русских оттуда вышибает. И они провели такое совещание с канадскими властями, чтобы под их флагом вышибить русских оттуда. Сейчас, секундочку. У меня тут технический сбой. Вот. И в конце концов прошло совещание, где канадцы им сказали, господа, смотрите, мы, конечно, русских вышибить можем, но что нам делать со 100 тысячами эскимосов, которые все до единого говорят по-русски и считают себя подданными Екатерины Великой? Вот с ними что делать? Они нас точно заколбасят там. У них и ружья есть, русские им дали. А у Шелепова была основная идея дать им не только русский язык и православную веру, но еще и научить всему тому, что мы умеем. Ну, например, обращению с оружием, всем технологиям, которые были. Он это сделал. И я вам хочу сказать в целом, что это такая, как бы вам сказать, это православная такая миссионерская деятельность по освоению новых территорий. Не было захвата, не было жертв, никто никого не убивал. Русские не загоняли, как американцы, индейцев, эскимосов в резервации. Они имели абсолютно равные со всеми, абсолютно равные, это подчеркиваю, абсолютно равные права. И тогда Великобритания слилась с этой темы временно и поняла, что 100 тысяч эскимосов точно пойдут за русскими, и они их выбьют.
Вот. Но свои идеи она не оставила. То есть, туда была внедрена агентура. Англия сказала, что она хочет свободно торговать с Аляской. Ну, хорошо, давайте торговать. Начали покупать меха и так далее. И Англия постепенно прорастала и простраивалась туда. Перейдем на события 150-летней давности. Перескочим. Итак, возникает очень интересная история. Крымская война. То есть, надо понимать, что вот Крымская война первая, это Великобритания фактически через Турцию, снабжая деньгами, нападает на Россию. И в Крымской войне Великобритания является впервые в истории прямым военным конкурентом России и с возможностью ее завоевать. В это же самое время Великобритания готовит реальную операцию морскую по захвату Аляски и по вышибанию оттуда русских. Это становится понятно, и императору Александру II приносят депешу военный совет, который ему заявляет: ваше, не знаю, кто там. В общем, они заявляют царю о том, что мы не способны будем дать Британии бой в этот раз. Не способны. Просто не способны. И нам придется от Аляски каким-то образом избавиться, чтобы не растягивать на два фронта эту войну. Александр II отказался. Он сказал: я это не подпишу, потому что в противном случае я стану первым царем, который отдал русскую землю. Это этому не бывать. Но его, в принципе, потом убедили, что это надо сделать. И сделать они это решили через американцев. И там было очень... То есть, если вы думаете, что Россия, которой не хватало денег на Крымскую войну, продала Америке там, за 7 миллионов, за 7,2 миллиона Аляску, это неправда. Ну, там Россия заслала денег. Версия была, США, что на... Аляска. На железные дороги, в общем. Да. Аляска не представляла никакой ценности для Соединенных Штатов, потому что в те времена они вели север с югом, вы знаете, и успешно очень север давил юг, значит, там рабством боролся. И их эта Аляска вообще не интересовала. Они вели боевые действия. И достаточно успешно. Аляска им была не нужна. Денег в казне особо на это тоже не было. Тогда русские заслали деньги сами, не американцы русским, а русские американцам, и раздали их в виде взяток конгрессменам. Подсунули им этот приказ о том, что Америка готова купить у России Аляску. Конгрессмены проголосовали, потом американское правительство эти взятки с них все собрало и заплатило их русским. Такая была продажа Аляски. О чем я сейчас говорю? Я говорю о том, что никакой продажи Аляски формально не было, хотя есть проводки банковские, то есть деньги были переведены, формально Россия их получила. А вот откуда они там возникли? А возникли они из русской Аляски. Это была типа Ост-Индской компании, но более гуманная, скажем так. То есть, что произошло? Россия отдала Аляску США. Почему? Потому что Россия была союзником США в борьбе за независимость от Великобритании. Мы знаем, что русские давали и оружие, и порох посылали американцам. То есть, у них уже были партнерские отношения. И русский царь понимал, что лучше отдать американцам эту Аляску, которая им и не нужна, но она будет американской, чем там появился бы британский форпост. То есть, чтобы Аляска не стала колонией Великобритании. Вот в чем дело. Что мы сейчас видим? И почему я такие параллели исторические провожу? Мы сейчас видим, ниточки, Геннадий, ниточки страшные. Тут напрашиваются куча аналогий. Куча, я вам скажу. Смотрите, аналогия от того, что Украина предприняла атаку Курской области, дошли до Рыльска. А в Рыльске родился Григорий Шелихов, который дошел до Аляски. В результате его мероприятие было успешным. И операция ВСУ была достаточно успешной, потому что так зайти, это просто молниеносно, это блицкриг был. Никто не ожидал. Якобы, мы не будем это сейчас вдаваться, кто ожидал, кто не ожидал, кто виноват. Но в итоге эту Аляску пришлось срочным образом сливать, избавляться от нее, хотя это весомый геополитический актив. Конечно, в те времена там не были открыты те полезные ископаемые, и в первую очередь золото. Вы знаете, что сразу после того, как Америка условно купила у России Аляску, там нашли золото, начался золотой прииск, и это совершенно другая цена. Золото гораздо в те времена было ценнее, стратегически важнее, чем какая-то пушнина с рыбой. Вот.
Так что там был такой договор интересный. В принципе, США обязались как-то не воздействовать, да, на вот этот культурный социум. Там остались сейчас русские города, русские культурные центры. Там живут, там эскимосы до сих пор говорят по-русски. У них даже русские имена и отчества есть. Но Россия слила Аляску. Украина была вынуждена слить свои завоевания Рыльск в Курской области. И сейчас Путин отправляется на слитую когда-то русским царем Александром II Аляску встречаться с Трампом, который получил эту Аляску, для того, чтобы что? Для того, чтобы что-то слить. Потому что это слив. И по мнению многих аналитиков, политиков, в этот раз будут сливать Украину. В этот раз будет сливать Украину не как культурно-национальную геополитическую единицу, а будут сливать Украину как военный конфликт, самый емкий по ресурсам за всю послевоенную историю Второй мировой войны. Что я вам хочу сказать, что этот конфликт уже идет почти столько же, сколько Великая Отечественная или Вторая мировая война. Потому что Вторая мировая началась раньше, а вот Великая Отечественная началась в июне 41 года и закончилась в мае 45-го. То есть, произошло менее 4 лет. То есть, там 3 месяца не хватает до 4 лет. А война уже сейчас идет, мы знаем, уже больше 3 лет. Скоро она как раз настигнет вот этот срок, к которому пришла Великая Отечественная война. Итак, что там будут сливать? По тем данным, которые сейчас поступают из официальных источников, из заявлений Трампа, все будет выглядеть так. Там для начала... я вам могу сказать, что вообще это интересная вещь, поскольку встречи с главами государств, неважно даже в каких отношениях сейчас находятся США и Россия, вообще любые встречи с главами государств планируются за полгода. А окончательная подготовка, документы должны быть подписаны за месяц, за 2 недели, потому что лидеры просто так не встречаются. Помните, Зеленский говорил Путину: Володя, что ты меня боишься, давай встречаться, побазарим. Но так в политике не делается. Главы государств приезжают на подписание деклараций, которые были согласованы множественными группами дипломатов, экономистов, военных специалистов и так далее. И были ратифицированы в узком круге политбюро каждой страны. У каждой страны есть... Значит, это есть уже по состоянию на сейчас. Да, есть. Поэтому мы можем сказать так, что в те времена, когда западные средства массовой информации, мейнстримовские, сообщали, что встреча состоится, и, кстати, был президент ОАЭ в Москве, встречался с Путиным, что встреча состоится в ОАЭ, мол, об этом договорились, уже в то время Федеральная служба охраны президента России уже была на Аляске, разрабатывала маршруты, места остановки. Вы знаете, как они это все делают. Они лезут на горы, смотрят обзор, где снайперов посадить, где еще что-то. То есть, охрана такого мероприятия, она должна быть. По-любому она должна быть, и она есть. И она не делается за 3 дня. Вы за 3 дня не подготовите такой саммит. Поэтому это было известно заранее. Я думаю, что основные очертания того договора, который нам покажут, Уитков согласовал еще при своих первых посещениях. Он уже возил эти бумаги, согласовывались. Вы понимаете, что человек такого уровня, как там помощник президента США, просто так в Москву летать не будет. Там съесть какой-то, я не знаю, чебурек, который там сейчас нам показывают, или еще чего-то. То есть, там были и шли согласования. И эти согласования были связаны так или иначе с тем, что лидеры стран США, России, Украины покажут общественности, то есть своему народу. Что там будет на самом деле, мы с вами прекрасно понимаем, что все международные договоры – это 30-40% открытой информации и закрытые протоколы, которые никуда не попадают и ни с кем не обсуждаются. Второй момент, почему Аляска? Потому что очевидно, что из этой схемы убрали Англию, исторически убрали, так же, как ее убрали из схемы продажи Аляски Америке в свое время. Англия очень хотела поучаствовать в этой истории, но не поучаствовала, и сейчас ее убрали. Да,
показательно туда не пригласили Зеленского. Несколько раз Трамп об этом заявил, что это и не планировалось. Надо сблизиться сначала. Но европейская коалиция подсуетилась, конечно, и сделали видеоконференцию с Трампом перед встречей с Путиным. Ну, одно дело видеоконференция. Что здесь главное понимать в этой истории? Никого не хочу обидеть, да, но мы должны понимать, что в настоящей ситуации президент Украины Зеленский не обладает должной субъектностью для того, чтобы быть тем решающим звеном, той решающей силы, которая примет решение за народ Украины, например, какое-то. Почему? Понятно, что он таким быть не может, Нет, да, потому смотрите, что бюджет. давайте так. Сейчас же какой тренд информационный, внутриукраинский? Вот что они там не поговорили бы, Трамп и Путин, все равно, типа, без нас не получится. Ну, то есть, мы все равно должны в этом принимать участие. И даже вот сегодня на этой, скажем так, уже тоже это проговаривается, что смотрите, мол, глядите, без Украины никуда, в общем, решения без Украины приниматься не будут. Ну, то ли политез такой, то ли, собственно, вот таким вот образом это все обставляется. И сейчас у нас все депутаты выходят в эфир и говорят, вот что бы они там ни решили, без Украины никуда. Мол, с нами придется договариваться. Будет встреча на троих. Ну, они совершенно правы. Ну, согласитесь. Ну, Александр, давайте. Мы, конечно, можем говорить, что Украину никто не берет в расчет, Зеленским никто не считается, он уже отыгранный такой актер, и, значит, никому он не нужен. Нет, на самом деле так же не будет. Вы же понимаете, что есть закон, есть народ, есть процедуры, есть конституция. Хотя, если говорить конкретно о Зеленском и украинской конституции, ну, она там просто уже перечеркнута, да, там я там молчу про 10-ю статью языковую, которую перечеркнули, собственно, политические партии запрещены, движения, все то, что вот свобода слова, свобода выражения мыслей, это все полностью вообще перечеркнуто, с военным положением есть, бусификация, это тоже, ну, как бы, это не конституционные такие вещи, но на них пошли. А тут, оказывается, как передавать земли, очень много, очень большой упор делается на вот эту передачу земель. Вот надо передавать земли. Ну, совсем упоротая позиция Зеленского о том, что он не хочет признавать реалии на земле, когда он говорит, что, ну, типа, мы не торгуем, но есть конституция, что мы будем, как мы их передадим. Значит, тут же Страмер ищет такую дипломатическую формулировку: де юре нет, де-факто да. Ну, то есть, мы признаем текущие реалии для чего? Для прекращения огня. А теперь давайте глубоко разберемся. Давайте представим себе, что все эти страны, Россия, Великобритания, США, Франция, Украина, обладают субъектностью. Они субъектны. То есть, у них есть руководство, у них есть парламенты законно избранные, у них есть народ. Они обладают субъектностью. Вопрос, как вы говорите, Украину никто не спрашивает. Каким образом Зеленский сможет провести передачу земли? То есть, как? Ну, как бы, Россия же хочет, чтобы ее не просто на словах сказали, ну, ладно, давайте. Ну, это хочет, чтобы как-то это было зафиксировано юридически. Юридически это зафиксировать, ну, по Конституции невозможно, надо проводить референдум, понятно. Трамп на это отвечает так. Более 80% населения Украины хотят прекращения войны. Этому соответствуют опросы. Значит, были проведены какие-то опросы кем-то, и вот народ Украины уже против войны, не хочет дальше войны. Да, он прав. Тогда, говорит, зачем референдум? Ну, давайте мы по опросам будем все тогда вопросы решать. Давайте мы проведем опрос. Давайте мы опросим, например, там, я не знаю, российскую армию, которая сейчас воюет. Они хотят остановки войны, перемирия? И вам ни один человек не скажет, что он хочет. В украинской армии может быть другая позиция, какое-то другое соотношение. То есть, большая часть скажет, нет, будем воевать до последнего, а половина скажет, или большая половина, может, меньшая, скажет, что все, навоевались, хватит уже. Уже и так все понятно. Дальше идут заявления Орбана, соратника Трампа, который говорит, что Украина уже проиграла, она не может выиграть у России, ну, потому что ресурсы разные. После этого выступает Трамп, который
Вы знаете, у него такое образное мышление бизнесмена. То есть, он вводные фразы дает. Вот Россия победила Гитлера, Наполеона, они умеют это делать, нормально воюют, ребята, что там? Ну, давайте. Ну, это такой аргумент, как бы, смотрите. Вот. Но, что я должен сказать? Я хочу сказать, что тема перемирия, и мы с вами это обсуждали, это невозможно сделать на месте. Невозможно никаким образом. Да, российское руководство, верховный главнокомандующий может дать приказ прекратить немедленно все боевые действия на линии соприкосновения. Может отдать? Может. Военные послушаются. Ну, с большой вероятностью, может, не все, может, там до кого-то не дойдет, а кто-то сделает вид, а мы не слышали. Продолжатся какие-то столкновения. Но, допустим, в целом можно сказать, что армия имеет высокую степень управляемости. И, кстати, если мы сейчас говорим об украинской армии, о ВСУ, они строились по натовской роевой структуре, когда на места были отданы положения выполнять приказы местные, исходя из военной обстановки, начальников местных, да, то есть местных командиров. Но Украина за время 3 года этой войны, она вернулась опять к советской системе. То есть, полное единоначалие. Только Киев может дать приказ. Никакой самодеятельности. Что в России сейчас тоже... Но в России никогда это не менялось. Там было единоначалие. Вопрос. Может ли верховный главнокомандующий Зеленский отдать приказ остановить немедленно все боевые действия? Может. Может. А теперь давайте разберемся, а кому это выгодно? Остановка. Речь же идет о чем? Что мы зафиксировались на поле, на тех местах, где мы есть, и мы просто прекращаем боевые действия. Просто прекращаем стрелять друг в друга. Здесь же сразу же очень хитрая формулировка поступает опять от британских товарищей. Мы же говорим, что в большой политике везде уши Британии должны торчать. Которые говорят, заговорили сейчас, и украинские военачальники подхватили о воздушном перемирии. То есть, первое, что самое простое, что можно сделать, объявить воздушное перемирие. Является ли для России воздушная угроза со стороны Украины существенной? Безусловно. Сотни беспилотников каждый день летят, бомбят заводы, нефтебазы, опорники, склады вообще летят вглубь территории России. На половине территории России с сегодняшнего дня в Тюменской области отключен мобильный интернет. Уже не работает. Я могу сказать, если говорить по площади, то на большей части территории Российской Федерации интернета мобильного нет. Потому что угроза беспилотников. Они пользуются симками местными. Далее, является ли для Украины перемирие воздушное важным? Безусловно. Сотни ракет, дронов каждый день летят по территории Украины, отрабатывают по военным и по разным другим там, стратегическим целям, является важным. Но вопрос, кому это выгодно? Выгодно в военном плане Украине. Второй шаг. Как только будет подписано воздушное перемирие, что произойдет дальше? А я вам скажу, что произойдет. Собрана 50-тысячная коалиция во главе с Великобританией. Стармер сегодня это подтвердил. Которая будет введена в первую очередь в Одесскую область и в западные регионы Украины. В первую очередь. Ну как же, летать нельзя, соответственно, сбивать самолеты нельзя. Ну, там перемирие и здесь. То есть, мы в воздухе не воюем. Но если мы не воюем в воздухе, значит, можно самолетами летать по территории Украины. То есть, бесполетная зона отменяется военная. Соответственно, мы очень быстро увидим, как армия, которая будет обеспечивать, это они подпишут двустороннее соглашение Украины с Евросоюзом, которые будут обеспечивать выполнение или соблюдение режима перемирия, прекращения огня, будут введены войска. Дальше что? Украина говорит, что ни при каких обстоятельствах она не будет выполнять этот пункт. А я думаю, что Уитков уже обсудил это с Путиным. О том, что и российские спикеры сегодня подтвердили, Государственная Дума, о том, что Конституцию России никто менять не будет. То же самое Зеленский сказал, никто менять не будет. А по Конституции России это у нас что? Это у нас Харьковская, Запорожская область, Донецкая, Луганская, Крым. Соответственно... Херсонская только, не Харьковская, да.
Да, нет, не Харьковская, нет. Конечно, Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская. Херсонская область. Они уже в Конституции, мы это вообще не собираемся обсуждать. Соответственно, я не думаю, что Трамп получил другую картинку от Уиткофа. Этот вопрос согласован. Другой вопрос, что можно признать юридически. И тут от Трампа просачивается информация, что Крым можно признавать юридически, и Украина это подпишет, значит, в любом случае не подпишет, заставим. А вот эти вот все области всякие, вот эти, то только по месту линии боевого соприкосновения, по ЛБС. Но вот как есть на земле, так оно пока остается. Но юридический статус этого не будет принят никем, никто это не будет принимать. И я вам могу сказать так, что если на этом саммите завтра Путин это подпишет, ну, это будет акт капитуляции России. Мы же понимаем, что это война. И я вам точно заявляю официально, открыто, не как военный специалист, а просто как человек, который живет долго, что в войне бывает только один победитель. Не бывает в войне двух победителей. Ну, просто не бывает. Бывает один. Сейчас, конечно, войны такие странные. Пакистан, Индия, Таиланд, Камбоджа. Кто там победитель? Ну, победитель Трамп. Он, значит, развел стороны и шли к миру. Там нет победителей. Но в этой войне, которая зашла так далеко, что речь идет уже об обмене признанных в ООН территорий, должен быть только один победитель. Здесь никогда не будет два победителя. То есть, для России подписание любых соглашений о временном прекращении огня – это полнейший слив, это катастрофа военная, настроенческая, управленческая и так далее. И если это будет подписано в таком виде, ну, мы будем понимать, что здесь два варианта. Либо дела совсем плохи, мы же не знаем состояние. Ну, да, там российская армия наступает 500-300 метров в день, где даже километр. Наступает уже очень долго, больше года. Но в реальности ничего не происходит. Теперь вопрос о Трампе-миротворце. Повесить себе заслугу вот этой миротворческой миссии, это будет последняя точка в его стремлении к Нобелевской премии, там, мира. Но, вы знаете, вот эти все разговоры о Нобелевской премии мира, они в пользу бедных. Трамп такой же глобалюга, как и Стармер, как и все остальные. И вот наличие этой встречи, ее внезапное возникновение, оно обусловлено только тем, что сами глобалисты поставили ему такую задачу. Он ее должен выполнить. А премия здесь на 10-м месте. Нобелевская. Получит он или не получит. Так а в чем задача? Теперь, задача для Украины. Трампа Для Украины в чем? подписание такого соглашения. Если они пойдут на тех условиях, которые сейчас озвучивает российский дипкорпус, о том, что мы в Конституции получили вот эти 5 регионов Украины, и мы их там не отдадим. Если эту бумагу принесут Зеленскому, ну, я не знаю, как он ее подпишет, но он ее не будет подписывать. Значит, соответственно, перемирия не будет. И поэтому в моей картине мира это базовый вариант. То есть, в каком-то месте возникнет ситуация, когда перемирия не будет. И здесь самое главное – назначить виноватого. Угу. Если идет большая игра о том, что мы меняем конфигурацию этого конфликта, конечно, виноватым назначат Зеленского, потому что он не может это подписать. Ну, как он это подпишет? Ну, кто он будет после этого? Как Александр II не хотел подписывать передачу Аляски США, так Зеленский не будет хотеть это подписывать. Но если все, что не подпишут на Аляске, я могу сказать развитие событий дальше. Россия объявит полное прекращение огня в воздухе и на земле. Украина, безусловно, и британцы уже об этом объявили, будут готовить провокации. Провокации будут какого характера? Такого, что русские сами нарушили свое перемирие. Ну, то есть, будут какие-то провокации, будет что-то где-то взрываться, русские будут отвечать огнем, тут же появится АПН, ну, и все там, вот эта вся бригада, которую уже привезли на линию фронта, они скажут, смотрите, с Россией невозможно договариваться. Ну, и Трамп скажет, ну, я же все сделал вам, что вам надо еще, русские, что вы хотите, вы же сказали, вы же сами подписали. Ах, раз так, ну, тогда 19-й пакет санкций Евросоюза, тогда мы вводим жесточайшие санкции со стороны США, значит, и русские виноваты. Чем это отличается от ситуации, если бы Путин отказался от встречи на Аляске? Ну, практически ничем.
То есть, он бы мог сказать, я отказываюсь, ну, у меня эти условия неприемлемы, которые вы предлагаете. Ну, тогда Трамп вводит вот эти вот разрушающие санкции. Насколько это опасно для экономики России? Ну, мы видим сейчас 4 с лишним триллиона дефицит бюджета, он растет. Промышленное производство, еще нет стагнации, но уже начинает останавливаться постепенно из-за политики Центробанка России. В общем, есть внутренние проблемы. Второй момент. Для чего может быть использована эта ситуация реально Трампом? Почему это надо? Во-первых, он едет подписывать большой пшик и большое фиаско. Это 100%. Из этого соглашения ничего не получится. Получится большое фиаско. Но сейчас, в данный момент, Западу необходимо повышать градус этого конфликта. Для этого все готово. Для этого стоит уже более чем 100-тысячная армия вокруг Калининграда. Это одна из областей и точек применения силы. Для этого уже все готово для Приднестровской операции. Но начинать это просто так, на фоне подготовки к переговорам, на фоне того, что Трамп верит в то, что эту войну можно остановить, кровопролитие, как он говорит, ну, вроде как, ну, никто не поймет. А вот заключить перемирие, сделать это с такой помпой на Аляске, даже подписать какие-то бумаги у Зеленского. Возможно, даже подписать какие-то бумаги у Зеленского. И Зеленский их потом повезет в Раду, и там их как-то будут ратифицировать, то ли быстро, то ли медленно. Ну, мы знаем, по НАБУ там быстро вот так вот ратифицировать. Когда надо, все быстро делают. Даже если он их повезет в Раду, все равно мы с вами столкнемся с реалиями войны, с туманом войны. Все равно перемирие будет нарушено в тот же день или на следующий. Я вам даю такую информацию. Вот служба внешней разведки России заявляет, что в Харьковской области уже завезены транспортом в ВСУ несколько десятков репортеров западных крупнейших агентств. Там готовится провокация. Ее готовят британцы совместно со службой безопасности Украины. Будут взорваны очень большое общественное место. Погибнут сотни, тысячи людей. После этого взрыва Россию обвиняют, ну, вот в голимом терроризме, в геноциде, и начинается новая эскалация. Либо отменяются переговоры на Аляске. Вот сейчас до этого вот факта осталось какое-то время. Произойдет это или нет, мы с вами не знаем. Второй момент. Ну, На опять-таки, Аляске... смотрите, тут же это сообщение, я просто для баланса. Но Да. это тоже игры спецслужб. Это тоже такая история, там упреждение, не упреждение, где-то правда. Может, это вообще не Харьковская область, может, вообще ничего не готовилось, но так надо было заявить. Ну, допустим, я понимаю просто, о чем вы говорите, что я помню, когда только-только вот возникла тема прекращения огня, давайте закончим с прекращением огня, когда только вот безусловное прекращение огня, где-то уже месяца 3-4, да, Киев говорит о том, что давайте безусловное. А Москва говорит, и Путин говорит, ну как безусловное? А кто контролировать будет? А кто будет фиксировать? А куда обращаться, если кто-то нарушит? Поэтому нужны механизмы. И предложили тогда американцам, как бы, да, вот американцам. Но потом вроде как информационно сошлись на какую-то там другую сторону, там, не знаю, какие-то казахи или кто-то там не страна НАТО, или бразильцы, я помню, тоже фигурировали. Ну, кто-то там, да, будет контролировать. Но тут же, смотрите, в этой итерации вот этого, ну, очередной пахучки мира вообще о механизмах ни слова. Даже никто не заикается, как будто забыли обо всем. Почему? Потому что, как мы с вами верно понимаем, скорее всего, это какая-то операция прикрытия, которую нужно зафиксировать, показать миру, что, ну, во-первых, Трамп скажет, смотрите, я сделал все, что мог, да, а дальше у него есть два варианта. Первое, как он сказал, если Путин что-то там не подпишет из того, что мы согласовали с Уиткофом, но это было бы глупо. Ну, какой смысл Путину ехать на Аляску, чтобы просто с Трампом встретиться и не подписывать то, что Уиткоф уже к нему привез, согласованные бумаги? Смысла нет. Конечно, он подпишет то, что он согласовал подписать. Вторая ступень – Зеленский. То есть, Трамп обещает, что следующую встречу он организует где-нибудь, непонятно где, но с Зеленским и с Путиным. Или встречайтесь без меня. Хотите без меня встречайтесь, хотите со мной. Чтобы что? Подписывать. Такие встречи Зеленский и Путин тоже просто так не произойдут. Там уже будут согласованы протоколы, и просто надо будет подписи поставить. Никаких там, собственно... Ну, бывает такое, что затягиваются эти переговоры на один день. Это в том случае, если внесены небольшие правки
настройка, как говорят, тюнинг такой тонкий, как британцы говорят, тонкая настройка. Возможно, перепечатывание или допечатывание каких-то строк, замена каких-то слов. Ну, тогда вечером все перепечатают, и уже все равно этим одним днем могут подписать. И вот эти два события. Первое. Что может случиться? Путин что-то не подпишет. Второе. Зеленский что-то не подпишет. Вот эти два события. Они, в принципе, уже освобождают Трампа от дальнейшей ответственности. Дальше он может сказать, что мы выходим из сделки. Но я вам могу сказать, как на самом деле. Вопрос, хочет ли Трамп победы России? Нет, не хочет. Для него это абсолютно неприемлемо. Совершенно точно. Что бы он ни говорил о своей любви к русским, к Путину или еще к чему-то, к миру, неважно, Трампу это не надо. Проигрыш Украине никому не нужен. Ни Трампу, ни Европе, ничему. Но Трампу надо оттуда выйти. Это первое. Второе. Как прекратить войну на самом деле? Мега просто. Если мы с вами говорили, что два верховных главнокомандующих, Путин и Зеленский, дают приказ стоп. Стоп в небе, стоп на земле. Все, не воюем. Ну, и в море можно заодно, да, чтобы в море там никого не воевали. Это практически невозможно сделать. А кто это может сделать? Может сделать один человек на планете. Трамп. Это может сделать только Трамп. Трамп отключает Starlink и разведданные. Все. В нынешней войне без вот этих несущих информационной поддержки боевых действий ничего работать не будет. И он должен понимать, что... Да и он и понимает, что русские, скорее всего, как вот Путин объявлял перемирие на Пасху, еще, я не помню, там, на какие-то праздники, но они нарушались. Украина говорит, да русские сами нарушают. И вот это ты первый начал. Да нет, это ты первый начал. Это опять мы придем к дворовым разборкам. Там не имеет значения, кто первый начал. Вообще не имеет значения. В любом случае это начнется. А вот Трамп это может сделать. Просто отключить Starlink и отключить передачу информации. Я вам могу больше сказать, что всякие разные истории ходят на фронте. Мне доподлинно известно из первых рук о том, что американцы таки сливали России в нужный момент данные о сосредоточении складов боеприпасов и личного состава украинских вооруженных сил. Зачем? И это никогда не были американцы или, скажем, профессиональные военные. Это были бусифицированные новобранцы после учебки. То есть, их завозят на объект, скажем так, это опорник или это штаб мобильный. Русский получает координаты, по ним летит ракета. Ну, в смысле, конечно, летят беспилотники, делают визуальный контроль, подтверждение из 3 источников. И по ним они это делали. Как закончить войну? Ну, американцы это легко могут сделать. У них суперсистема спутникового контроля. У Европейского Союза этого нет. Если Трамп говорит... Допустим, вот эта клоунада вся, кризис, который отметил руководитель госцирка, она пройдет в Аляске, там на Аляске, и они скажут, Трамп скажет, все, я умываю руки, я не могу за деньги граждан США, за налогоплательщиков финансировать кровопролитие, я ухожу. Но при этом будет происходить все то же самое. Будет поставляться вооружение, разведывательная информация и так далее. У Европейского Союза нет такого качества снимков, которые могли бы давать целеуказания оружия. Это первое. Второе. Ну, давайте еще раз повторим арифметику. Все экипажи американских систем ракетных, НАСАМС, там неважно, Атакамс, они обслуживаются американскими офицерами, цели получаются в зашифрованном виде из Пентагона. Не управляет ВСУ американскими ракетами. Опасно. Соответственно, помните, мы говорили о прекращении огня, и в тот же день Атакамс полетел на Крым, полетели американские ракеты. Ну, фигня. Но мы же понимаем, что их запуск дали американцы. Поэтому вся клоунада находится в руках США, его политического руководства и теми силами, которые стоят за Дональдом Трампом. Поэтому, если мы с вами увидим, что что-то подпишут, допустим, что-то подпишет Путин, что-то подпишет Зеленский, что-то ратифицирует Рада, какие-то закрытые пункты соглашения мы с вами не узнаем, их никому показывать не будем. И мы с вами увидим, что будет объявлено перемирие. И вот как только мы увидим, что будет объявлено перемирие, то мы с вами должны ожидать чего?
большой провокации, операции по чужим флагам, которую проведут британцы и американцы. Только они имеют доступ к провокациям, потому что у них самая подробная информация. Кстати, Россия за последний год запустила несколько военных спутников, и один даже со сверхразрешением, до сантиметра. Это там Красногорский механический завод, там такая линза 120 сантиметров в диаметре, она может, действительно, она может очень хорошо. Но у русских, допустим, это один спутник, он пролетает на средней орбите сколько раз в сутки, а у американцев целая куча спутников, и они это видят бесконечно и всегда. Поэтому будут, мой прогноз такой, глобально что-то подписать могут, глобально что-то объявить могут. Более того, возможно, даже состоится встреча Путин-Зеленский, я в это не верю, там 10% на это ставлю. Возможно, даже она состоится, и там что-то подпишут. Но закончится это провокацией, переходящей в новую эскалацию, в новое качество войны, когда втягивается уже НАТО. И это будет все сделано при непосредственном участии США. А все, что говорит Трамп, даже на 17 делить не надо. Все, что он говорит, ложь. Абсолютно все от первого слова до последнего. От того, что его заботят какие-то мирные там граждане погибать, или еще это полностью ложь. Или, выражаясь на языке Великобритании, дипломатия. Потому что американцы это те же англосаксы. И у них действуют тоже английские правила. У Англии нет друзей и нет врагов. Есть интересы. Настоящий интерес США достижение политической и военной победы над Россией. Все. Вот это это то, что вот мы должны понимать из того, что происходит. Смотрите, тут есть очень интересный момент, сценарная развилка, которую вы так пробросили и не сказали. А я считаю, что нужно об этом сказать, потому что под этим углом, кто скажет, понятно, Геннадий М. сейчас вот это вот топит, понятно, там Трамп не искренен, все хотят Россию развалить, а она нападает, и Россия не хочет мира. В общем, вот такое, да, вот, мы умеем в этом упражняться, за 3,5 года все уже научены. Тут другой момент очень важен. Если бы вот ваша точка зрения не имела бы отношение к реальности, если бы не такие разведпризнаки, причем такие очень тонкие, классные, в духе времени, что называется. Раз, буревестник, представляете, новый, испытывают на этой неделе на новой Земле. Какая-то глобальная ракета, которая, в любую точку мира может долететь, модернизация этого буревестника, Россия это делает. Это делается ведь тоже не просто так. Это делается коляски, все это понимают прекрасно. Опять-таки, выходят украинские разведчики, понятно, у них свой интерес, но тоже, если поверить украинской разведке, говорят, что Запад 2025 в Беларуси, вот эти учения, они тоже не просто так проводятся, а там будут орешник применять, еще какие-то там новые заряды. Тут выходят депутаты другие, там, российские, говорят, ой, слушайте, или это депутаты, даже из Министерства иностранных дел кто-то, говорит, так у нас есть не только орешник, есть что испытывать, то есть есть еще модификации. То есть параллельно, казалось бы, сейчас все ушки навострили, все ждут мира, да? Все ждут прекращения огня, но это все переходит и сопровождается вот этим. Вы пробросили два интересных момента, которые я хочу, чтобы вы сковырнули. Момент первый – это Калининград, момент второй – это Приднестровье. До сих пор, и, конечно, момент третий, это с другой стороны, если посмотреть на проблему, что учения Запад-2025 в Беларуси вообще могут вывернуться, не знаю, захватом Ровно, например, да, или походом на Житомир, или отрезанием вот этих логистических путей со стороны Запада, по границе с Польшей. То есть есть разные модели, люди по-разному смотрят на количество, качество, состав учений. Прокомментируйте, пожалуйста, вот эту провокацию, например, да, перемирие, все, достигли, а потом раз, провокация. И какой может быть новая война? Зеленский тут говорит, если нас заставят уйти из Донецкой области, то это будет новая война. И некоторые сразу почесали репу и сказали, да, это может быть и Приднестровье, например, почему нет? Да, мы здесь, знаете, вы все верно сказали и правильную аналитику провели. Вы еще забыли заметить. Сообщение
ТАСС, 20 часов 19 минут сегодня. Северный флот начал срочную тренировку с участием 2000 военных и 14 кораблей и подводных лодок с практическими действиями в Баренцевом и Белом морях. Это мы с вами сейчас говорим как раз о Балтике. Да? Но это не Балтика, это другая часть. На учениях отрабатывается планирование применения группировки Севморфлота для решения задач по защите инфраструктуры Севморпути. Участвуют ядерные подводные лодки с новыми типами вооружений. То есть, нам как бы говорят, тот же Орешник, только вот в Баренцевом море. Да, нам показывают. Обычно, я вам могу сказать, когда это происходит, когда возникают тяжелые отношения или варианты принятия каких-то санкций после России, или варианты начала военных учений. А если мы будем говорить об учениях, они же, вы знаете, они зеркальные, да? Запад проводит свои учения на территории Польши, то это просто говорит о том, что Россия как бы показывает, что мы типа в курсе, чего вы там планируете. У нас есть типа вот ответ какой-то на это. Поэтому мы это вам показываем. С буревестником, да, действительно отмечено. Американские спутники увидели на новой Земле испытание этого самого буревестника. Это, конечно, тема интересная с буревестником, потому что какая-то ракета, которая может в космосе бесконечно летать, ожидая команды, когда ей надо куда-то там прыгнуть. Показали, что она есть. О чем это говорит? О том, что те выводы, которые я сегодня с вами поделился своими, они имеют под собой реальную основу и почву. Это говорит о том, что то, что будет подписано, либо не подписано на Аляске, оно будет иметь непосредственное прямое отношение к новому этапу эскалации этой войны. И так уже, в принципе, сегодня, значит, Министерство обороны России и правительство опровергало информацию о том, что все те, кто получил, а очень многие мои знакомые сегодня получили сообщения о постановке на воинский учет, на госуслугах по всей стране. Это было всем разослано, да. Это же, как вам сказать, не закрытая информация. Ее открыто все обсуждают, официальные СМИ это обсуждают. И если мы это все вместе сложим, то мы получим ситуацию, что это как бы такой пас, который называется «Россия не прогнется». Мы не прогнемся в этот раз. Мы знаем, чего вы затеяли. Мы знаем, зачем вам Аляска. А я вам говорю, Аляска нужна только для одного. Вот эта тягомотина, которая сейчас идет на фронте, кровавая, она уже не устраивает обе стороны. И они хотят эскалации. Они хотят повышения ставок. У меня только есть пару стратегических вопросов. Кому, как и за чей счет? Великобритания, которая наиболее воинственные заявления делает и играет ключевую роль здесь, из себя ничего не представляет, как военно-политическая сила. Упавшая экономика в полной рецессии. Заместительная миграция в крупнейшие 6 городов Великобритании, мэры пакистанцы, и там внутри происходит тоже не все так однозначно. И Стармер вынужден на это реагировать, в том числе антиизраильскими заявлениями по Газе там, и так далее. Армия британская, это смех. То есть, реально из 6 подводных лодок выйти может одна. Сейчас и то ее угнали оттуда. Те остальные 5, они просто не заводятся. Они не выйдут. То есть, британская армия представляет собой печальнейшую картину. Просто печальнейшую. Кто это будет делать? Ответ один. Это будут делать США, но не своими руками. Потому что у США стоит главная задача никоим образом никак не ввязаться в войну, в прямую войну с Российской Федерацией. Так, а кто это будет делать? Кто это будет? Это будут делать страны НАТО. Причем жертвами выбраны Польская Народная Республика и Румыния и скандинавские страны. Понятно, Прибалты – это вообще расходный материал. Их хотят подключить к этому делу. Они считают, что таким образом они добьются того, что Россия уже готова будет идти на подписывать любые документы
Потому что если у тебя в Приднестровье война, и ты не можешь с этим ничего сделать, там типа российские миротворцы, значит, если у тебя Калининград находится под атакой, а также союзное государство Беларусь находится под атакой, ты уже ничего не можешь из этого, выпрыгнуть не можешь, тебе надо или вышибать эту атаку, да, либо подключать уже серьезные силы, то есть те самые орешники, буревестники, там, я не знаю, зачем буревестник? Для того, чтобы по Жешеву долбануть, там, например. Ну, это очень сложно, это должны говорить на эту тему военные эксперты. Но то, что эскалация будет, это совершенно точно. Либо есть второй вариант. Дональд Трамп, как предприниматель. Мы с вами понимаем, что тема разрешения конфликта украинского – это одна из тем только. Это не это не вся повестка Аляски. Второй темой будет сотрудничество в Арктике, в той же. Потому что США было бы очень выгодно, и вы знаете, что они стремятся и к Гренландии. То есть, фактически, если США захватывает Канаду и Гренландию, она становится единственной арктической державой. А вот эти всякие там, собственно, Дании, там Швеция, Норвегия, это вообще не в счет, потому что им маленькая зона береговая принадлежит. Я думаю, что вплоть до того, что Трамп может обсуждать с Путиным Северный морской путь как альтернативу, это раз. Второе, Трамп может обсуждать с Путиным принадлежность, либо даже можно так сказать, там же идет спор за хребет Ломоносова, который Россия считает своим, поскольку он является ее береговым шельфом, и, соответственно, Северный полюс принадлежит России, а там находится из только разведанных, а разведано всего 3%, это более половины всех энергоресурсов планеты. Но, говоря честно, у России нет технологий шельфа, которые могли бы работать в Арктике. Эти все технологии покупные. Это будет или Шлюмбурже, или южнокорейские установки. Ну, то есть, Россия, ну, и тем более у нее сейчас нет средств на это. А тем более в условиях блокады. И тут Трамп привозит красивую, хорошо пахнущую плюшечку, который говорит: смотри, у нас есть и технологии, и деньги. Мы этот шельф, например, хребет Ломоносова, заключаем с тобой, как Трамп любит, на 49 или на 90 лет, на 99. И мы его вместе разрабатываем, а прибыль делим. И мы, США, и ты, Россия, становимся главным поставщиком энергетики во всем мире. А что бы вам там ни говорили о зеленой энергетике, о термояде или еще о чем-то, энергетика остается главнейшим вообще пунктом мировой политики, мировой глобальной политики. То есть, в принципе, как бы, если бы Путин был неопытным политиком, молодым, таким, знаете, либерально настроенным, и ему такую плюшку показали, смотри, хребет Ломоносова, это же, помните эти разговоры про редкоземы украинские, триллионные редкоземы, это вообще, это такая богатая, Зеленский самая купился, богатая да. страна в мире. Да. Это приблизительно то же самое, но я вам скажу, что все, что Трамп может привезти на Аляску Путину, это те бусы, за которые купили Манхэттен у индейцев. Это бусы. И редкоземы украинские, и российские энергоресурсы арктические, и Северный морской путь. Это все бусы. Приведет это все к эскалации, к дальнейшей эскалации Третьей мировой войны, в которой мы сейчас и находимся. Финальный вопрос, чтобы точку поставить, Геннадий. Это очень важный вопрос. Давайте... вот Украина, да? Украина, украинцы. Я неоднократно на протяжении всей войны слышал подобные теории. Они просто изложены, может быть, по-другому. Ну, условно, да, что там дальше расширится война, Приднестровье, Прибалтика. То есть сейчас рисуют эти сценарии. Они, в принципе, написаны, эти сценарии, в аналитических центрах американских, да, то есть они уже посчитали, сколько там будет оккупирована Прибалтика, как страны НАТО будут ее отбивать, или не будут, или через сколько будут. Неважно, не хочу в это вдаваться. Но мне возникает очень важный вопрос. Смотрите, два сценария, два варианта. Вариант первый – это тот, которого придерживаетесь вы. Я с ним призываю всех не соглашаться, и я не соглашаюсь. Мы все надеемся на лучшее, мы все надеемся на то, что привезут не бусы, а реальное дельное предложение. Всех заставят закончить войну. Трампу пускай 10 Нобелевских премий мира дадут, люди перестают гибнуть, все начинают торговать, мир меняется геополитически, геоэкономически на разные кластеры и зоны. Пускай даже Россию отбивает Трамп от Китая, и то, что они с китайцами хотели
Арктикой заниматься, а теперь будут с американцами. Пускай так лучше будет, пускай такой будет разворот. Неважно. Тектонических геополитических плит, я имею в виду вот этот вот, да. Но будет мир. Два варианта. Или все пойдет по более-менее мирному сценарию, или вот это вот катастрофа и расширение войны. А Украине легче будет, потому что даже при самом апокалипсисе есть мнение в Украине, что свою главную, условную главную боль за эти годы войны, ну, собственно, пострадали. Теперь пускай другие пострадают. Ну или никто не страдает, все там торговать начнут. Прогноз по Украине дадите? Украина нужна как геополитическая сила, стратегическая, как проект антироссия. Это ее основная задача у Запада. Судьба украинских граждан, их сохранение их имущества, здоровья никаким образом, как вы знаете, шерифа не волнует. Это судьба индейцев, да, проблемы индейцев – это их проблемы. Не волнует. Я, положа руку на сердце, да, как человек, который родился там, да, который, я знаю украинский язык, я там вырос, родился, вот, у меня там родственники какие-то остались. Я однозначно считаю, что мир для мирного населения, любой мир лучше хорошей войны. Может быть, даже и плохой мир. Это лучше хорошей войны. Это первое. Второе. Если говорить, как украинцам будет лучше жить, когда откроется второй фронт, например, в Приднестровье, нет, не будет лучше, потому что Украина будет одной из сторон конфликта. То есть тогда появится... Вы же не думаете, что румынская армия или румынские офицеры в форме молдавской армии пойдут со стороны Румынии опять штурмовать Приднестровье? Нет, это будет открыт второй фронт. Естественно, потому что вот этот самый склад колбасно, да, он прям находится недалеко от границы с Украиной. Конечно, Украине придется, украинской армии, ВСУ придется снарядить туда несколько бригад для того, чтобы захватить этих несчастных там 1000 миротворцев. Ну, там их на самом деле больше, но все остальные это граждане Приднестровья, которые просто служат, якобы приписаны к российской армии. Вот. Лучше не будет в этом случае. То есть, вариант Приднестровья лучше не будет. Теперь, вариант с Прибалтикой. Как это, знаете, это, честно говоря, такая хатоскрайническая позиция, да, что пусть они там себе воюют, может, нам легче будет как-то. Нет, легче ведь тоже не будет. Потому что не потому, что как бы больше войска тянется на Прибалтику и меньше будет воевать с Украиной. Не-не-не. Потому что нынешнее политическое руководство Украины, которое, как мы уже с вами понимаем, не владеет субъектностью, будет делать так, как хотят глобалисты. А они будут хотеть, чтобы оно действовало в полный рост. И поэтому, если сейчас на этом пути вот эта затяжка вот этой долгой позиционной войны на ресурсы, на выживание, мы с вами видим плохо только то, что нужно все больше и больше личного состава, и бусификация не будет остановлена, никакого спокойствия в обществе поэтому нет, то если будут открыты вот эти два фронта, которые мы говорим, то понадобится 18-24 года. Это уже тогда точно, прям автоматически это событие наступит. То есть, понадобится больше живой силы, потому что может оказаться в первые же 2 недели, что вот эти уже восточноевропейские страны, такие как Румыния и Польша, не готовы воевать. Потому что Украина, как бы вот мы ни думали, как бы мы там, как бы стороны друг друга ненавидели, русские не считают украинцев врагами и чужими. А вот поляков, румынов вполне. И если по Украине никогда не прилетит какой-нибудь ТЯО или еще какая-то вундерваффе, да, а по Польше точно прилетит. И по Румынии прилетит, если надо будет. По Молдавии, наверное, нет. Поэтому лучше точно не станет. Давайте верить во все хорошее, во все доброе. Давайте верить, что мудрый Трамп, миротворец, с Путиным, наконец, уговорит его подписать какое-то мирное соглашение. Давайте, может быть, на самом деле у России сейчас ситуация такая достаточно тяжелая, и политическое руководство России посчитало нужным, необходимым взять передышку год,
Два. Для того, чтобы уже подойти с новыми какими-то решениями ко всем проблемам. И, наконец, население Украины может легко вздохнуть и хотя бы 2 года как-то, пожить. Но чего точно не будет, это совершенно точно границы не откроют, совершенно точно не будет вот то, что там армию куда-то там распустят. Ну да, могут, наверное, треть ротировать, треть или половину армии, как только прекратятся боевые действия. Но очень осторожно, очень дозированно. Вы понимаете, да, что если с фронта приедут сотни тысяч людей с боевым опытом, у них психика, мы видели, да, иногда они с фронта возвращаются, как в России, так и Украине, там, происходят всякие события, да, они могут быть агрессивными, они могут себя вести как-то не так, но я бы не ожидал. Давайте надеяться на будущее. А то, что я вам сказал, исходя из тех реалий, из того опыта, который у меня есть, исходя из анализа той ситуации, которую я вижу. Но если мы все будем надеяться на хорошее, на доброе, на мир, то наш эгрегор Вселенная почувствует, да, и даст нам его, даст то, что мы хотим. Я за мир, и мы все за мир, за мирное существование, но, как говорят стороны, и те, за прочный и долгосрочный мир. Прочный и долгосрочный. Хватило бы мудрости нашему народу понять то, что подпишут наши руководители, и хватило бы мудрости нашим руководителям не сделать, не создать бомбу замедленного действия на этих переговорах на Аляске. Посмотрим, буквально это событие уже сегодня. Да, Геннадий М. был моим собеседником сегодня. Благодарю за время и мысли. Спасибо большое, Александр. Всего доброго. Друзья, подписывайтесь на Геннадия, ставьте лайки этому видео, конечно же, телеграм-каналы, милости прошу. Ну и напишите в комментариях, что думаете. Берегите себя и друг друга. Добра и света.